Alright, so right now we're headed back to the village of Novy Turzhonka, where again and again Ukrainian and pro-Ukrainian Ardeka forces are claiming control of this village. On the 7th, they put out a video saying they were in control of this village for the last 7 days. And they have not put any corrections yet, and Ukrainian social media continues to try to portray that Ukraine is in control of this village, when in fact it's not. We were here on the 7th, and now we're here now to show you what the real situation is, see if we can find any civilians this time. Well, more than we did last time, that is. There is information saying there's up to 170 civilians left here, but we didn't see near that many last time we were here, but we're going to continue on and try to find as much information here on the ground and possibly hit the front line near here as well. So we got a lot of great information to come. Please like, share, and subscribe. Remember, we're totally independent crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Три раза сигналь и уезжай. За двор. Вон машина. Стой, стой, стой. Здрасте. Как вас зовут? Здравствуйте, Валерий Иванович Фролов. А где вы живете? Садовая 2, 16, вот дом, который попал в крышу. Сейчас откуда едете? Куда направляетесь? Еду, со своего дома еду к друзьям в Белянку. Там останавливаюсь, потому что здесь невозможно жить сейчас. Вы давно эвакуировались? Я вчера только уехал отсюда. Вчера. Почему вы вчера уехали? Потому что попало в крышу. Как сейчас обстановка здесь, вот в Новой Таволжанке? Вы знаете, как в пустыне. Людей нет вообще никого. Машины редко-редко, когда какая-то проскочит. А так вообще, дико, на душе дико, честное слово говорю. И не знаешь, в какое время мы живем. Вам кто-то помогает? Военные или... Да нет, в общем-то, я не обращался никому. РДК? Знаете, кто такие РДК? Да. Они говорят, что они контролируют эту деревню. Вот что вы можете сказать? Ничего не могу сказать, ничего. Вы их видели? Я не видел их. Вы кого-нибудь вообще из украинских военных здесь наблюдали? Никого не было, никого. Никого не было. So, спасибо большое. We just arrived in the center of the town. There's a lot more cars here than there was last time we were here, and now we're going to try to talk to some of the civilians. We just saw some soldiers go by, and we know those are Russian soldiers by the red armband. If they were Ukrainian or Ardeka soldiers, they would have yellow or blue armbands. So we're a lot more relaxed this time than last time, because more confident that there is actually no Ukrainians or pro-Ukrainian forces here, and it was all just a big lie on their side. First time we came, it was a little bit of a question, but we're here to show you what the real situation is, so we don't have to rely on listening to lies. Now this is the building that man said he lived in, so we're going to see if any of his neighbors are still around. Здрасте. Здрасте. Мы военкоры. Ага. Можете описать ситуацию? Когда этот прилет был? Этот прилет, по-моему, 1 числа был. Тут уже могу в цифрах это самое спутаться. 1 числа. Как вас зовут? Меня зовут Алексей. Где мы находимся? Мы находимся в село Новая Таволжанка, Шебекинского района, Белгородской области. Как здесь сейчас обстановка? Сейчас тихо. Вот это 3-й день, уже довольно тихо. Вот, все без этот самый. Ну, иногда бывают где-то отклики взрывов, пока непонятно где, ветер относит, поэтому, далеко. Сейчас спокойно. В селе в нашем спокойно, 3 дня.
соседи ваши, местные жители здесь, кто-то есть еще кроме вас? Да, есть ребята, мы вот как и волонтеры, и присматриваем за всем, чтобы мародерства не было. Тут сказали, блуждают уже некоторые лица цыганской национальности, вот, одеты в солдатскую форму и шляются, этот самый, непонятно чем занимаются. Вот мы вот животных кормим, бросили многих животных, кошек вот бросили, собак бросили, вот присматриваем за магазины, чтобы мародерства не было никакого. Ну, вот. Что еще интересует? Как вы помогаете вот домашнему хозяйству, кошкам, собакам? Вот буквально сегодня ездил в Белгород, ездил я и привез корма оттуда и кошкам, и собакам. Собаки, которые вот сейчас тут белые, может, видели, большая, такую лошадь прокормить сложновато, конечно. Вот. Ну, стараемся как-то, выкручиваемся, выходим из положения. Вы здесь с кем живете? Я один живу. Вот. Это моя квартира, я один живу, у меня ни родителей, никого нет практически. Вот. Все выехали, но наведываются, проверяют хозяйство, потому что вот крышу вскрыло, дождь был позавчера, и это самое имущество многие накрывают клеенкой, ну что можно сохранить, вывести, вот. Вы между собой как-то общаетесь, вот в группы какие-то объединяетесь, или каждый сам? Да, но у нас небольшие вот проблемы со связью, бывает то есть, то нету. Вот мы с ребятами тут периодически сталкиваемся, вот, и каждый день мы видимся по несколько раз, обход территории, вот, окрестностей, вот, чтобы ничего не было. Между собой вы какую-то перекличку делаете, знаете друг друга? Ну, или... Телефонная связь, и примерно обозначаем время приезда. Вот, чтобы не просто так шлялись по деревне, а через час ты у меня, все, или я у него. Все, мы договорились, встретились, и все в порядке. Вон она, кстати, пришла. То есть вы друг друга здесь поддерживаете? Да, Кто здесь остался? Да, то есть и продуктами и морально, и психически, хотя бы вечером поговорить, потому что ситуация такая, вот, всем страшновато, нервы не в порядке немножко у некоторых есть. Ну, поддержим, стараемся, держимся. Один вопрос. Угу. Вы здесь украинские войска наблюдали? Нет. И я не наблюдал украинских войск, потому что здесь наши ребята это самое, стоят, и не видел ничего подобного. Как-то взаимодействуете с нашими бойцами? Ну, стараемся помочь, чем можем, что необходимо им, допустим, вот воды или что-то еще. Вот приезжали ребята в магазин, вот мы убирали, вывозили испортившуюся продукцию, вот. Сигареты просят там, ну, иногда там водички попить, вот. Мы помогаем, чем можем. Вот. Ну, а вообще стараемся, если где-то ребята стоят наши, стараемся интересуемся, что надо, необходимо. Может, там сигареты надо или что-нибудь еще. Вот. Мало ли, какая ситуация. Сейчас у них сигареты есть, через час их нет, уже выкурили. Вот. Стараемся помочь, чем можем. Вот, что в наших силах есть. Вы знаете, что это РДК, да? Что? Вы знали, что здесь было РДК? Что такое РДК? Ну, РДК... Российский добровольческий корпус, который сформировали на территории Украины, Которые сюда зашли, которые видео... якобы хотят освободить исконно их территории и присоединить их, короче, к Украине. А какие их нет тут исконные территории? Ну, это они так думают. Так они думают, что Владивосток их и что, мало ли что у них там думают, у них там от наркотиков мозги уже это самое поплыли. Вы здесь наблюдали РДК? Нет. И вы знаете, 4 дня назад они сказали, они уже контролируют это сила 1 недели. Они сказали, 7 дней. Это все ложь и провокация. Я все время нахожусь практически вот с первых дней СВО, и я ни одного неформала не видел тут, украинского. Вот. Наши ребята тут всегда на чеку, если вдруг сразу жесткий отпор. А то, что они там говорят, что они уже и зашли тут и контролируют ситуацию, это все лучше провокация. И еще вопрос. Как твое мнение, сколько гражданских стало здесь сейчас? Сейчас в Атише, ну, порядка, я не знаю, человек, на мой взгляд, человек 30-50, наверное, может и наберется. Вот я окраины там не шастаю, потому что квадрокоптер периодически летает, непонятно наш или не наш. Тут граница, вон 3 километра уже. Вот.
А так, ребята, мы периодически встречаемся, видимся, вот кто где, кто находится здесь вот из нашего это самое населения, вот, и наводим справки, помогаем периодически, вот, ну, чем можем, помогаем. Хозяйство, я же говорю, кормим, и может кому хлеба есть, и кое-где еще, может, ну, пожилые люди, которые не в состоянии, техники нету, мы вот стараемся хлебом там обеспечить, ну, чем необходимо. Вода, чтобы напоить, кормить, чтобы сытые и нормально все было. Ага. И до этого все, сколько людей был жить тут? Всего сколько людей? Да, до. Ну я навскидку не скажу, несколько тысяч тут это самое. У нас почти тысячная только школа вон находится, которую расшуровали. Вот, детей порядка этот самый тысячи. А так это вам бы точнее председатель сельского совета ответил, а я так навскидку не могу сказать сколько. Ну, несколько тысяч было жителей вот в нашем населенном пункте. И как вы сказал, твоя крыша на 1 число был прилет, да? Да. И как вы думал, почему украинские стреляют на твоего дома? Может, военный объект здесь? Да им, по-моему, без разницы, куда этот самый шмалять. Они стреляют, не считаясь, то, что здесь солдат здесь нету. Вы вот видели, вот, что стоят тут танки или бронетехника какая-нибудь? Нету. Они, солдаты, только появляются на случай прорыва, когда попытка идет прорыва оттуда, с той стороны. Обстрелы начинаются, и то есть движение идет оттуда. Вот бронетехника в соседнем селе пыталась зайти, подорвалась на фугасах, танк в частности. Вот. И они вот это вот кошмарят именно мирное население. Вот. Вы в Шебекино не проезжали, город Шебекино, да? Вот, в районе рынка. Я как раз сегодня отъездил. Вот. Там же никаких военных, ни заводов, ничего нет. Они чисто людей уничтожают как нацию. Разве это солдаты? Это, я не знаю, их людьми назвать-то сложно. Уничтожать, просто истреблять население русское, как не знаю что. Скажите, наши танки в Новой Таволжанке, наши военные стоят или нет? Да, есть этот самый, не буду, я не знаю где конкретно. Вот. Есть, ясно. Сколько до границы? Ну, если по прямой, тут вот на горе уже 3 километра. Вот гора, этот самый, украинская, наша одна, а следующая уже ихняя. Это населенный пункт Огурцово называется. Ну, вот. И пошла, а тут через Бор, ну, тоже порядка 3-4 километров, уже мы туда раньше за грибами ходили. Вот, уже украинская территория находится. Откуда были артиллерийские прилеты? С украинской стороны. Это вот указаны все снаряды, прилеты. Вы же видите откуда, вот по компасу посмотрите откуда. Вот она, Хохлядская сторона, и вот они прилеты все оттуда. Все. Вот дом в 4-этажке вы были, вот красный рядышком, вот. Все дырки оттуда идут. Так что тут никаких сомнений нет. Что-нибудь еще? Можно сказать 2 слова вот в канун праздника Дня России? Вот хоть что-нибудь. Ну, хотелось бы это самое нашим ребятам, бойцам, которые нашу родину отстаивают кровью, как говорится, я думаю, мы все равно победим. Вот. И Россия у нас это наша родина. Вот. И я думаю, все равно победа будет за нами. Ну, поздравьте всех с праздником. Всех с праздником, всем здоровья, удачи и всего самого хорошего, доброго и светлого. Вот. И всех благ, короче говоря. И за западные аудитории, которые не знают, что это праздник День России, что вы могу сказать, что это? Ну, как для американцев День независимости Америки празднуется, а это этот самый День России. Это большой грандиозный праздник для нас, для русских именно людей. Вот. Ну, что еще могу добавить? Это светлый большой праздник именно для людей, проживающих в России. Хотя тут многонациональное все, но все мы как одна большая семья и празднуем этот праздник от души. Вот. И все надеемся на хорошее, светлое будущее. Все, спасибо большое. Пожалуйста. Всего доброго. Тоже аккуратно. Hello. All right, so keep in mind that this is not
like I said in the last video, this is not part of what's internationally recognized as Ukraine or anything like that. This is Russia, and it's always been Russia, and Ukraine attacking Russia on Russian soil. And this is one thing that the United States is starting to push back on Ukraine about, because in the words of the White House, they don't want this to escalate into a bigger conflict with Russia because of Ukraine pushing on Russian territory. All right, so we're just a street over, and this is the other address the man was talking about, how you can clearly see the direction that the shell came from, which 3 kilometers and 2 to 3 kilometers in that direction is Ukraine. You see, that was shot straight from Ukraine into the civilian apartment building. And we can see his house just over there, and see that its impact was on that side as well, which these shells clearly came from Ukraine territory, hitting these civilian homes, apartments, and businesses, and destroying this village, so Ukraine can lie about being in control of it. Oh, Собака. Hi, buddy. Hey, buddy. What you talk? Aw. Sorry, I don't have any food with me, buddy. Sorry. Yeah. All right, so we can see the hole here. That direction, Ukraine. Hole, an apartment building from rocket shot from Ukraine. Here. Shrapnel, pieces of the rocket. Bigger piece of the rocket, where the fuel is held in the Grad rocket, BM-21 Grad rocket. Shot from Ukrainian territory onto the civilian building. All right, so we've got a bigger piece here of the Grad rocket. And just shrapnel covering this whole area. It's like someone had a 50th birthday before this horrible tragedy. And we see family photos, religious photos. And Ukraine says they only fire on civilian or military targets, but we just see civilian targets here so far. Ah, damn it. And we see this piece of the motor itself just came and hit here. The explosive part of it blew across here, hit the shrapnel. The force of the explosion blew the doors off of the apartment, as we saw. But this, just imagine this coming into your apartment building. Well, that's what Ukraine is doing to these people here. Как вас зовут? Меня зовут Евгений. Где мы сейчас находимся? Что вы делаете? Куда уезжаете? Где живете? Вот буквально на 1 минуту. Сейчас мы находимся в селе Новая Волжанка, в частности на улице Пугачева. Просто сейчас вот затишье, приехали вещи забрать, остальное то уезжали, потому что только документы с собой взяли, больше ничего. Сейчас вот личные вещи теплые взяли, потому что погода.
И разместились мы в Белгороде, нас там приняли хорошо, работаем там, и там сейчас непосредственно находимся. Какая ситуация вот здесь, сейчас, в Новой Таволжанке, вот прямо сейчас буквально, можете сказать? Ну, сейчас на данный момент тихо, выстрелов не слышно, и чтобы кто-то там по небу летало, тоже ничего такого не видать. Были нанесены артиллерийские удары со стороны украинских силовиков, в частности, по частным домам, по мирным жителям. Вот скажите от себя, есть ли здесь военные, находились ли они? Вот, как вы прокомментируете это? Ну, то, что сейчас, вот, когда мы въехали, разрушены дома, вот на 9 мая, в частности, крыши повреждены, вот, вдоль дороги, так бы по селу не ездили мы там, нам лишь бы домой и обратно назад в Белгород вернуться. Никаких там танков и там прочей военной техники там не встретили на дороге. Только соответствующие блокпосты, которые наша Российская Федерация, и все. Никаких войск, никого. Куда были нанесены вот эти удары? Ну, судя по тому, что мы увидели, то вот по жилым домам, вот, что вот на 9 мая частный сектор, там некоторые, больница посечена у нас осколками, стекла на верхних этажах вот выбиты, вот мы это вот заметили. И как вы думал, почему украинские стреляют на мирные люди? Ну, вот за них я не могу, откуда у них такая логика, зачем стрелять по мирному населению, даже не скажу. Вот были обстрелы по электроподстанции, по ГРП, которая у нас тут расположена, подавала газ на Новую Таволжанку. С какой целью, какая логика у них, я вам в этом не скажу, не знаю. Вы могу сказать, русский солдат контролирует это все время, или украинский солдат был, или как? Смотрите, я ни 1 числа их не видел, ни сегодня я их не вижу. Были ли они тут или не были, я не могу вам не подтвердить, не опровергнуть. Только что в паблике и все. Ага, кроме России никто видит, да? Ну, только да, вот. Могу сказать, твое мнение, все время Россия контролирует this. Да. Что для вас День России? День России — это наш праздник, день единения, вот, объединения всего нашего народа. Хотелось бы поздравить всех ребят, которые служат, выполняют свой воинский долг с праздником 12 июня, Днем единения. Удачи, здоровья, всего наилучшего. So, спасибо большое. Вас тоже. All right, so we've shown you a few attacks here. All we can at this point. We can stay around here all day showing you more attacks, but we're going to move on, try to get closer to the front line, see what else other information we can find and what we can do for you, because we are supported by you, our viewers. So please support our work with the link on the screen or in the description. And also, subscribe if you're new, of course. Hit like and share so more people understand what's really happening. And like I always say, I'm not in Kiev, I'm not in Odessa, I'm not over there. Watch reports there too, but watch reports here. I show you what the mainstream media won't show you. Educate yourself. Look at reports on both sides of the line. So you don't have to be led like sheep by the Western mainstream media. All right, so now we're going to go closer to the front line itself, well, the border that is, which is the front line, and talk to some of the soldiers about what the real situation in and around this village has been according to Russian army soldiers. So we just want to bring you every aspect possible so you can educate yourself and make your own educated decisions. Please like, share, subscribe. Remember, again, we're totally independent, crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. This is how we are able to do those reports for you and not have to report to anyone else. Only you, our viewers. So you get the facts, the real facts that the Western mainstream media is lying to you about. Alright, so we've arrived on this undisclosed location here in the forests of Belgorod region, and we're going to talk to these soldiers who, as we understand, were on location during the incursion by Ukrainian forces on the 1st of June when they came through the woods here to try to take the territory
in this region of Russia. Now we're going to see what that moment was like and exactly how it went down. Я правильно понимаю, что вы одни из первых, кто принимал участие в бою под Новая Таволжанка? Да, все верно. Расскажите вот по очереди, давайте вот с вас начнем. Как это было, что это было по ощущениям? То есть я правильно понимаю, что вы одни из первых именно, которые услышали колонну и передали координаты именно, и заняли оборону, и, соответственно, начали вот эти действия. Вот прям поехали. В ночь на 1 июня поступила информация, что, возможно, с нашей стороны прорыв будет осуществлен противником. Значит, в районе 3 часов где-то, в 2:30 было слышно движение колонны, значит, как колесной техники, так и гусеничные техники. Значит, по моему приказу была занята оборона в районе места, где мы дислоцируемся. Значит, весь личный состав был приведен к бою. В 3 часа утра начался массированный контрудар с использованием артиллерии, градов, минометов, танков. Значит, со стороны противника. Значит, при этом, соответственно, по возможности, значит, с нашей стороны были передавались координаты, но понятно, они передавались в пределах той слышимости, что мы наблюдали, скажем так, потому что воочию противника видеть мы не видели, в связи с тем, что нам мешала перед нами густая лесополоса. Но по возможности, в перерывах между данной стрельбой, скажем так, что получалось, мы со своей стороны выполняли. Потому что на протяжении 4 часов не прекращалась артподготовка. Но, что самое главное, нас порадовало в данной ситуации, наши очень сильно и мощно отвечали. И я так понимаю, что действительно и попадали, и уничтожали. То есть определенный заряд бодрости работы нашей артиллерии, наших РСЗО нам очень помог в данной ситуации. Насколько важна именно работа нашей артиллерии на контрбатарее? Вот по ощущениям, что вы чувствовали? Что вы там защищены или не защищены? Конечно, это огромное. Значит, при работе наших минометов, РСЗО, гаубиц, нашей артиллерии, на самом деле какой-то боевой дух, на самом деле он поднимается, он реально поднимается. Мы знаем, что мы под прикрытием наших братьев, и они нам помогают. Спасибо им огромное. То есть чувство вот этого защищенности вас не покидало? Да, чувство защищенности, при этом, да, на уровне, на самом деле. Ну, как вот пошла техника, пошел гул техники, вот немножко поподробнее, что вы в этот момент делали? Ощущение, то есть, что находится рядом с нами, даже меньше километра, потому что там слышно все, даже как поворачивают, гусянки как поворачивают. Вот. Мы все привелись к бою, потому что все возможно. Если даже и пехота пойдет, то есть мы были готовы. Вот. И когда в 3 часа начался обстрел массированный, как и с их стороны, вот, и наши ребята вообще молодцы. Они сразу отбивали очень сильно, то есть с нашей стороны вообще хорошо отработали, сильные, мощные такие взрывы туда, в их отвод, и слышно, как попадали, потому что когда попадает в землю разрыв, и когда попадает во что-то другой, то есть разрыв и треск стоит, то есть, естественно, наши подавляли. А так, молодцы, и все ребята, и все держались, то есть, и так нормально все. На каком расстоянии вы услышали, что идет колонна, и вы поняли, что это идет именно наступление? Меньше километра. То есть, если мы замеряли, то есть буквально от наших позиций, и мы замеряли по нашим картам, то есть расстояние, километр, где-то 900 метров, потому что дорога уже не одна, она вертится. И вот мы замеряли расстояние, доходил даже 800 метров. То есть, мы слышали, что вот она здесь, то есть и выхода их не слышно.
То есть, естественно, мы сразу координировали наши. Вот, и наши в то время, в то место прям сразу работали. То есть незамедлительно. Кого бы вы хотели отметить именно вот в этих боевых действиях? Чьи подразделения вот выполнили основную работу? Все подразделения молодцы, ребята не растерялись. Готовы были принять в любой момент бой, какой бы он ни был. Все сгруппировались, не были на изготовке. Вот в частности ваше подразделение, оно какую несла роль вот именно в этом бою? Наше подразделение было готово встретить прорыв, отбить. То есть вы одни из самых первых, которых находились на первом так эшелоне, правильно? Да, все слышали, были на изготовке, были готовы к тому, что сами пройдут прорыв. Но по ощущениям, когда вы понимали, что сзади все-таки это российский населенный пункт, вот что вам давало это в бою? Вот свои ощущения можете передать? Ну, чтобы, я думаю, чтобы, Мы наверное, защищаем свою защитить родину, свою мы родину. защищаем своих людей. То есть смысла нет куда-то отходить назад, а дальше куда? Если зайдут, значит они дальше перейдут. То есть защищать свою родину, то есть каждый шаг, то есть каждый метр, это же наша земля. А ваше мнение к их провокациям? То, что медийность, то, что показали они, что они захватили эти населенные пункты и пытаются захватить. Вот можете просто, скажем так, от себя им передать какой-то привет? Вот. Ну, посеять панику в наших рядах не получится. Смысла нету. Значит, военнослужащие у нас все адекватные, среди них точно панику не посеять. Значит, и гражданское население. Ну, гражданское есть гражданское. Если оно не будет сидеть на ютубах и тиктоках, то оно будет понимать, что действительно у нас сильная, хорошая российская армия. Если будут продолжать бороздить соцсети, то противнику удастся психологически подавить многих наших посеять панику. диванных экспертов, так называемых. Ну, в частности, вот, что вы можете сказать там белгородцам, еще что вот от себя, что защищаете вы их, не защищаете? Вот просто передайте белгородцам вот, свои чувства. Рубежи границы мы защитим. То есть можете не переживать. Противника не допустим на нашу Надежно территорию. прикрыто. Можно сказать, что это День России за вас? День России праздник? Ну, День России это великий праздник, это день. День нашего народа, Да. день нашего единства. День нашей страны, за которую мы действительно пришли воевать и отстаивать свои права и позиции. Поздравляем с великим нашим праздником. Значит, День России. наша страна великая действительно держава. В этот непростой период вышли мы ее защищать и будем защищать. Я надеюсь, что мы все вместе сплотимся и придем общими усилиями к нашей долгожданной победе. Победа будет за нами. Вас тоже с праздником с наступающим, Спасибо ребят. большое. Спасибо большое. Сейчас какая ситуация в течение вот этих 2 дней в районе Новой Таволжанки, в районе Шебекина, вот на рубежах границы? Вот что сейчас происходит? Ну, я так понимаю, что благодаря грамотным действиям как наших артиллерий, как нашей разведки, как наших спецподразделений, значит, произведены определенные зачистки, определенные действия. На данный момент чувствуется, что противник отодвинут, причем отодвинут на достаточно большое расстояние. С его стороны последнее время, последние, по крайней мере, 2 дня, никаких активных действий не предпринимается. Если что-то начинает работать сразу, причем сразу это очень радует, начинается ответный огонь, причем именно по тем местам, я так понимаю, что откуда идут выходы противника. Значит, ну, чувствуется, что переломный момент определенный произошел, сдвижка произошла, сдвижка в ихнюю сторону, соответственно. Они ушли в тыл, либо они перебросили свои резервы, ну, как бы информации у меня нет, соответственно, поэтому и болтать лишнего не стоит.
Но намного тише стало, намного спокойнее. И, в принципе, видно, что, проехав по городу, что люди потихонечку, я так понимаю, начинают возвращаться мелкими группами, скажем так. Но люди чувствуют, что здесь становится спокойнее. All right, we've shown you what we can today, both in the civilian sector and the military sector, so you can understand with your own eyes what the situation is to the best of our abilities, because we report to you. You are our sponsors and our leaders of what our work is. Please comment below how we can improve and what else you want to see. And of course, hit that like button, hit that subscribe button, and share so we can show the world together what's really happening here and what the Western mainstream media won't show you and it is ignoring and lying about. And also, remember, we're totally independent crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description.